Начало сезона. Начало Наконец-то. сезона, Вы долго к этому шли. да. Для И этого делалась лестница. по склону примерно сколько там, ну, 1 к 2 соотношение к высоте. То есть это примерно вот как лестница, может быть, чуть круче. И по такому склону это абсолютно глиняный склон, без растительности, ну, летом только растительностью. А сейчас весна, если еще не просохло, это северный склон, то там просто месиво. И без лестницы никак не обойтись. Так вот, вначале была сделана лестница, ливневые каналы, чтобы отводить лишнюю воду. А сейчас уже можно заниматься доставкой материалов. Ну, мы это уже начали в прошлом сезоне. Родился котик-помощник, который вы все увидели, как это все произошло у нас. Да. Сережа, расскажи поподробнее. У тебя вообще идея была, вот, что это не просто какая-то деталь, а Ты это имеешь уже в виду, рождается целый, да, человечек я расскажу деревянный. еще раньше, как это все пришло ко мне. Дело в том, что мы находимся ниже соседей по склону. Соседи, в принципе, доставляли материалы, они просто строили жолоб или там короткую веревку, там метров 20 натягивали, и у них доставка. А у нас около 50 метров получается эта линия. И ну, надо что-то такое, чтобы не вдвоем это делать. И возникла идея сделать нечто такое, которое будет само выгружать, вот, чтобы никого не отвлекать. Самостоятельно я мог это все перемещать грузы. В конечном итоге в Лабуде, закрывшись, глубоко задумавшись, Мастерской. да, и там меня вдруг осенило. Вот. Из того, что было, из всего хлама, которые кусочки всякие разные, я собрал вот такой вот роликовая каретка, бегающая с замками. Все на ходу придумывается. Да, это Ролики заказывали в Китае. И когда они приехали, был момент, что хотели даже делать возврат, как бы Сережа подумал, то они что толстые они сильно. толстые, не подходят. Да, это ролики, Ну, ну, мы они были классные. близки к возврату. Оказывается, никогда не надо торопиться. Это классно, они на подшипниках, в общем, А скольжение потом что тяжело. произошло еще? А Ты потом передумал? приехала веревка. А веревку мы заказали не абы какую, вот, а 16-ю. Альпинистская, да, Ну, это не специально? совсем альпинистская, это такелажная веревка. Она больше применяется в яхтинге, вот, как швартовая такая, ну, она достаточно толстая. И я посмотрел, что эти ролики как раз очень хорошо на нее садятся. Вот, то есть есть свобода хода, то есть они паз там глубокий, выскакивать не будут. Это все сделали. И я когда уже на столе его крутил, я видел, ну да, прикольно, он как похож, и глазки у него. Ну так, на этом мысли Ну, ты окончились. больше заострялся на технологии, а не На то, что у техническом тебя решении, чтобы оно получилось. работало. Почему? Потому Ну что да, самое главное. тут, В тот момент, да. во-первых, ну, я так рассчитывал, чтобы он где-то 35-40 килограмм выдерживал. Ну, еще и пролет веревки. Ты Просто, летать мог, да, назад возвращаться. просто больше ты все равно не нагрузишь. Почему? Потому что нагрузка на веревку там просто сумасшедшая, там в тоннах измеряется, вот, на таком пролете. Ну, чтобы с вменяемым провисанием. Потому как этот каретка бегает с ведром вдоль лестницы, и чтобы ведро не билось по лестничным этим плиткам, то необходимо натягивать хорошо веревку. Вот. И я так смотрел, ну да, прикольный зверек получается такой. Зверек, не Ну зверек, да, что-то непонятное, но да, с что-то глазками. одушевленное. Да, одушевленная, с глазками. И ну, на этом все закончилось. А когда уже начали Ну, он прошел тесты у тебя, тесты, да, да, тесты, все, а потом, в когда уже квартире, да, подсъем начали в делать, Лабуде у нас. да, и Катя, Потом поехал уже на открытую местность, да, нашу большую open и буду. у Кати возникла идея нарисовать Я говорю, его нужно
идентифицировать, он же просится, он же вот родился. Так, Вот он уже есть. а из-за чего возник у нас на месте там в Опенбуде лак для ногтей? Мы его Тоже не принесли, выбросила почему-то. мы его принесли тоже по техническим целям. То есть Да. в этом всем механизме я все соединения гаечные, а там есть и мелкие гаечки, там М3, ну это вообще такое мелкое-мелкое, которое необходимо стопорить. И стопорю, как это принято, лаком. Вот. И застопорил, там у меня 2 гаечки открутилось, я все прокрасил, все. Катя говорит: о, давай нарисуй улыбку. О, конечно, Да, и я в этот момент случилось волшебство. Короче, все сошлось в все одном сошлось, да, моменте. да. Магия с физикой, с творчеством. И вот мы с вами увидели чудо творения нового Он ожил, персонажа. он ожил и помог нам, вот можно сказать, первый сезон, это было И, там с наверное, да, сентября это месяца, одна из да. главных частичек, из которых уже родилась Так Катабудия. Еще название даже мы на тот момент не придумали. Ну, вернее, даже оно не придумалось. Оно тоже само в одно утро вот взяло и мгм. появилось Так этот просто в котик-помощник нам голове. уже 12 тонн перетащил груза. Так, Весело, да, бодро, весело, бодро. Вот, и мы, играючи. вот, но это еще не конец, еще только начало. Все соседи приходили Да. посмотреть на это чудо Ну да, техники. потому что обычно парятся как либо берут друга, либо жену. Вот, для приема внизу и А тут ни вывертывания. Да. друга, ни жены не было Да, обнаружено. все, Кто это делает? да, кто принимает внизу? А Котик, никого. котик. Котик. А сейчас мы бежим, Несемся да, на достаточно, крыльях уже предвкушения. да, в хорошем темпе мы сейчас. Почему? Потому что после 12 должен приехать уже курьер, звонил с утра, сказал, что он едет Машина на загрузку. со столбами для Да. электрических проводов. Ну, надеюсь, мы сможем их стащить вниз по лестнице. Вот мы Вот. уже у озера. Да, вот озеро. Вы к этой локации привыкнете. Да, это. Вот это наша дорога, да, Мгм. шикарная. Скоро у нас апрель по На календарю. носу апрель. Вчера был снег, мы побежали на участок на 8 марта, а там оказалось еще вовсю А там, зима. да, снег лежит. Ну, потому что северный склон. И Это, мы как говорится, решили взять паузу за это время, вот подготовились к начальному этапу, заказали столбы, и вот как раз все совпало, идеальная погода, всё подсохло, красиво. Смотри, давай остановимся, какая красота. запечатлим Вот такая вот. блаженство. Говорящие тени Катабудии Да, у нас даже тени говорящие. рассказывают о О, том, что будет дальше. Сереж, что будет дальше? дальше будет больше.